Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, у меня для вас есть важная новость. Мы приступили к отливке на натуральном воске настоящих обрядовых свечей. Как пример, вот такая свеча, которая называется Древо Жизни, или я ее еще называю Дедушка Дерево. Свеча Древа Жизни защищает вашу семью, ваш род от негатива, сглаза, болезней, приносит в дом благополучие и счастье. Среднее время горения данной свечи до 15 часов. Заказать свечу вы можете, написав мне в личные сообщения, номер указан в описании под видео. Обрядовая свеча делается под заказ, индивидуально для каждого человека, исходя из ваших пожеланий. Она имеет на себе мощный заговор для вашего семейного счастья и благополучия. Помимо свечи Древа Жизни в личных сообщениях вы можете узнать о полном ассортименте наших обрядовых свечей. Вот это небольшая такая реклама специально для вас перед видео. А сегодня с нами карты Райдер Уэйта. И сегодняшний наш расклад о клавишнике Юры Шатунова Игоре Марксе. Поклонники Юры давно просили меня сделать расклад о нем. Сегодня узнаем, был ли Игорь в сговоре с Разиным и Кудряшовым, что он скрывает и как он в действительности относился к Юре. Карты. Скажите нам, пожалуйста, и покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Игоря Маркса. Это будет первым вопросом. Характеристика личности Игоря Маркса, бывшего клавишника Юры Шатунова. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Игоря Маркса, бывшего клавишника Юры Шатунова. Что это за человек такой? Что за человек такой Игорь Маркс? Король мечей. Король мечей – человек, который постоянно отражает какую-то атаку. Во-первых, у короля мечей всегда, абсолютно всегда есть какие-то психологические барьеры или психопатические расстройства, да, как бы это ни звучало. Человек обижен на весь мир, человек зациклен на себе, человеку кажется, что ему слишком много должны, у него есть какая-то мания величия. Человек за собой очень сильно следит, ухаживает, бдит все время, да, все время, знаете, чекает, так, все время на чеку, скажем так, да, говоря современным языком, и все время кажется ему, что ему нужно отражать от кого-то атаку. Ему все время кажется, что кто-то за ним следит. Ему все время кажется, что кто-то ему завидует, кто-то за ним смотрит. Ему все время кажется, что ему нужно отражать атаку от своих врагов. Король мечей всегда готов к борьбе, к атаке. Ну, это еще может быть воздушным знаком зодиака, да, воздушный водный знак зодиака. Человек очень агрессивный, вспыльчивый, импульсивный. Может наговорить много лишнего, много гадостей, но потом за это извиниться. Он такой, как в броне все время, понимаете, как в таком вот одеянии здесь он, да, полностью с ног до головы укрыт. На его голове корона, и он думает о том, что он достоин большего, чем есть у него сейчас, скажем так, да. Одеяние, которым он укрыт, говорит о том, что он закрыт от этого мира, о том, что он, жалко, что здесь не вышло рядом с королем мечей и верховной жрицей, мне прям хочется сюда верховную жрицу положить, карту загадки, карту тайны, то, что скрыто, да, у него очень много каких-то загадок, у него очень много каких-то скрытых моментов, которые он никому не может поведать, кроме своей собственной души, и то ему иногда даже страшно себе самому поведать какие-то тайны, какие-то загадки, которые он хранит в своей голове. Но на его голове корона, и он думает, то, что он достоин большего, чем есть у него сейчас. Он на троне. Он король, и он считает себя королем, который отражает постоянно атаку и борется с какими-то ветряными мельницами, то есть с тем, чего на самом деле не существует, да. Очень сильно подвержен каким-то таким эмоциям гнева, скажем так, да, как я уже сказала, вспыльчивости какой-то. Возможно, даже близнецы по знаку зодиака, хотя не приравнивайтесь к знаку зодиака, тут как бы это не обязательно, да. Здесь человек просто с таким расстройством личности, которое допускает вот такие вот агрессивные всплески, да. То он хороший, то он такой плохой, и люди не понимают, как это так быстро меняется его настроение. Вот такой вот король мечей. По королю мечей еще из плюсов хочу сказать, что это человек достаточно отважный, человек, который будет защищать до последнего своих родных и близких, если они действительно ему дороги, да, и человек, который не боится вступать в какую-то драку, перепалку, да, он не будет стоять в стороне, он, если ему это важно, если ему самому это нужно, он обязательно подерется и обязательно что-то сделает для того, чтобы защитить, как я уже сказала, своих родных и близких и любимых ему людей.
Вот такой вот король мечей, вот такая вот характеристика личности Игоря Маркса. Сигнификатор Игоря Маркса сейчас. Сигнификатор – это настроение, умозаключение человека, что думает сейчас, что чувствует, что переживает в эти моменты человек, да, как он вообще относится к этой жизни. Сигнификатор Игоря Маркса сейчас, его настроение, умозаключение, эмоциональный фон. Сигнификатор Игоря Маркса сейчас, что он думает, что он чувствует, что он переживает в данный момент времени. Его сигнификатор. Грустит чего-то, да, что-то ему предлагает, что-то ему вроде вот так вот на блюдечке с голубой каемочкой преподносят откуда-то извне, но он это не берет. Вот так вот руки скрестил на груди и говорит: не возьму, хотя это какой-то шанс, возможно, выбиться в люди, какой-то шанс добиться какой-то славы и успеха, возможно, какой-то шанс получить побольше денег, но он этого не берет. Такое ощущение, что вокруг него все лавры, которые он не успел собрать и не хочет собирать. Такое ощущение, как взгрустнулось ему, печально человеку. О чем-то он думает, о чем-то переживает. Вполне возможно, что себя сейчас в чем-то винит и корит, что он чего-то раньше не сделал. А сейчас поздно, мол, да, я не буду сейчас собирать и не буду сейчас ничего забирать, то, что мне дает Вселенная, потому что, мол, сейчас поздно, и то, что я чего-то не осознал в этой жизни. Вот сейчас ему как-то печально, ему как-то грустно, он думает о каком-то таком периоде, моменте в своей жизни, когда он сделал неправильный поступок, когда он поступил не так, как на самом деле желал его сердце. Это говорит нам четверка кубков. Это его сигнификатор. Как Игорь Маркс на самом деле относился к Юрию Шатунову? Завидовал ли он ему? Как Игорь Маркс на самом деле относился к Юрию Шатунову? Завидовал ли он ему? Как Игорь Маркс на самом деле относился к Юрию? Как Игорь Маркс на самом деле относился к Юрию Шатунову? Завидовал ли ему? Угу. Ну, кто-то в их паре в любом случае был такой ведущий, кто-то ведомый, да, как заключили договор, да. Ну, в целом, что я хочу сказать? Я вот не могу сказать ничего прям такого сильно плохого о нем, да. Не вижу какой-то зависти, не вижу какой-то корысти, вот честно, вот как многие там думают, да. Не могу сказать о человеке ничего плохого вот на момент, когда он с Юрой именно общался. Такое ощущение, как будто кто-то у них в паре был такой более спокойный, более уравновешенный, а кто-то у них в паре такой вспыльчивый. Скорее всего, вспыльчивый по королю мечей, да, по вот этому львенку, это Игорь. А более умеренный, более спокойный, это все-таки с такой более женской, спокойной энергией, умиротворенной, это все-таки больше Юра. Почему еще женская энергия, да, Юра еще дева был по знаку зодиака, и вот от него вот это умиротворение, вот этот покой, вот это спокойствие шло. От него и деньги шли, от Юры. Почему? Потому что спокойствие всегда подразумевает хорошую денежную энергию, скажем так, да, а Игорь чувствовал себя пажом, таким начинающим мальчиком рядышком с Юрой, да, он был вхож в его дом, такое ощущение, вот как будто они вместе сидели там, я не знаю, чай пили, да, обсуждали какие-то планы, обсуждали какое-то светлое будущее большое, да, и Юра его вот постоянно по-шерстке, скажем так, не в буквальном смысле этого слова, конечно, поглаживал, да, и говорил: ну все будет хорошо, Игорь, все наладится, вот я прям сейчас как вижу их разговор, они сидят, пьют чай там, допустим, дома, да, у Юры, и, ну, с чего мне начать? Ну, он как к учителю к нему, понимаете? Вот у меня такое ощущение, такое светлое на самом деле идет. Игорь к нему как к учителю. Что потом дальше было, я сейчас посмотрю, потому что все потом могло обернуться вот с ног до головы. Я вообще первый раз на этого человека смотрю, и мне как бы вообще невыгодно там говорить про него что-то хорошее, что-то плохое, мне как бы... Ну, честно говоря, на Игоря мне все равно, потому что я Юру люблю, да, а вот здесь я вижу то, что он в целом относился к нему как к учителю, и чувствовал себя пажом, ну, такое ощущение, что учитель, ну, подскажи мне, да, ну, подскажи мне, куда правильно, какой дорогой мне пойти, да, и вот они сидят, пьют чай, и Юра его вот так вот, ну, и сейчас я тебе подскажу, сейчас я с тобой поговорю, да, и они как вот договор заключили друг с другом, ну, то есть они вместе работали, да, и это приносило им успешные такие плоды в целом, да, и Юра его как-то награждал. Такое ощущение по десятке пентаклей, что он как вывел его в какую-то новую жизнь, он показал ему какую-то новую жизнь, которая была до этого незнакома Игорю, то ли вот в деньгах как-то, то ли в каких-то подарках он его одаривал как-то, да, то ли в целом показывал ему как-то мир, тот мир, который до этого маленький паж пентаклей Игорь не мог увидеть, потому что у него не было особо средств как будто бы на это, да, ну такое ощущение здесь идет. Учитель, научи, какой дорогой мне пойти. Вот здесь вот такие отношения ученика и учителя, мастера и подмастерья, скажем так, да. Следующий вопрос.
А вот по поводу завидовал ли ему, да, завидовал ли ему, давайте все-таки посмотрим, карты нам не ответили, да, завидовал ли Игорь Маркс Юрию Шатунову, вот именно черной завистью, да, то есть завистью, вот, которая губит, скажем так, завидовал ли Игорь Маркс на самом деле Юрию Шатунову, завидовал ли Игорь Маркс Юрию Шатунову? Нет. Вот, ну нет, вот, друзья, как бы вы ни относились плохо к этому там Игорю, да, какое бы у вас ни было к нему предвзятое отношение, вот здесь не зависть, а такое ощущение, что карта неправильного выбора. Здесь не зависть, а здесь Игорь сделал какой-то неправильный выбор и пошел к какому-то не тому человеку, к какому-то императору. И очень сильно сейчас об этом переживает. Такое ощущение, что он прям сник. Вот из-за этого он сейчас переживает. Что-то в отношении Юры Игорь сделал неправильно, сделал какой-то неправильный выбор. Перешел на сторону какого-то императора и попал в отшельники. И сейчас Игорь думает, черт возьми, зачем я это сделал? Зачем я это сделал? Я сейчас чувствую себя просто ничтожеством. Вот его слова, которые сейчас в его мыслях крутятся. Именно поэтому в его сигнификаторе вышла 4 кубков. Тут не о зависти речь, тут он действительно относился к нему как к чему-то вот возвышенному. Я говорю про Игоря в отношении к Юре. Но здесь говорится о том, что все-таки Игорь выбрал неправильный путь. Возможно, даже об этом не знал. И пошел и встал на путь некого императора, который якобы вот как будто бы был против Юры. Ну, то есть император здесь как выше Юры, да? То есть он как его подавляет, собственно говоря, своим авторитетом. И теперь в отшельниках находится Игорь, думает, зачем я это сделал, зачем я там пошел против Юры, допустим, вот так. Мы сейчас посмотрим, что это за ситуация вообще, и знает ли о убийстве Юры Шатунова Игорь Маркс. Следующий вопрос. Действительно ли Игорь Маркс был вхож в семью Юры Шатунова? Может быть, они просто один раз пили чай, да, на кухне, вот так вот сидели, я сейчас так сказала. Может быть, действительно он не был там знаком с семьей именно, да, как он говорит во многих интервью. Действительно ли Игорь Маркс, бывший клавишник Юры Шатунова, был вхож в его семью? Ну, рыцарь жезлов нам говорит, что да. И отдельно я хочу посмотреть отношения Светланы, да, к Игорю и Игоря к Светлане. Насколько хорошо ладили они. Действительно ли Игорь Маркс был вхож в семью Юры Шатунова? Рыцарь жезлов нам говорит, действительно, да. И вхож был настолько, что вот мог прям посидеть и с детьми, и со Светланой, и с Юрием, да, за одним столом. То есть рыцарь это уже не паж. Паж он как-то топчется на пороге, да, а рыцарь жезлов он все-таки вхож в дом, да, и он заходит в дом с таким вот: ух, здравствуйте, я пришел, да, ну давайте, поите, кормите, скажем так, да, ну, такой немножко наглый рыцарь жезлов, скажем так. Действительно ли он был вхож в семью, да, опять вот эти разговоры, да, успокаивающие. Ему вот нравилось то, что Юра его все время успокаивал в чем-то. Такое ощущение, как будто вот, ну, он нуждался в какой-то вот это вот поглаживании по шерстке, скажем так, да, а не в буквальном смысле, опять-таки, да, и Юра его все время как-то успокаивал, наставлял на путь истины. Я говорю, он прям для Игоря Юра был какой-то мастер, учитель. И вот что-то он неверное сделал в отношении Юры, и сейчас очень сильно переживает и, ну, жалеет очень сильно об этом сейчас, да, действительно ли был вхож в семью, да, действительно был вхож в семью, даже какие-то мелкие подарочки приносил, ну, мелкие подарочки, это, знаете, Паш Пентакли говорит о том, что конфетки какие-то, тортик какой-то принесет, еще цветочки, может быть, Светлане, что-то такое, да, действительно был вхож в семью, мне многие поклонники спрашивали, он не врал, говорил в интервью правду, да, как есть, то есть он действительно сидел за одним столом, мог куда-то пойти с семьей, да, в основном вот ему нравилось то, что Юра его все время зачем-то успокаивал, да, он все время нуждался в какой-то вот этой поддержке, в каком-то внимании, скажем так, со стороны Юры. Какие отношения у Игоря Маркса были со Светланой Шатуновой? Насколько хорошо он ладил со Светланой Шатуновой? Насколько хорошо Игорь Маркс ладил со Светланой Шатуновой? Насколько хорошо Игорь Маркс лазил со Светланой Шатуновой? Скажем так, не очень. Пытался найти к ней подход. Здесь, да, по отшельнику, по пажу жезлов, все никак не могу найти к ней подход. Я как маленький мальчик с королевой мечей, рядом с королевой мечей, скажем так. Королева мечей – это тоже женщина воздушного знака, скорее всего, Светлана воздушного знака зодиака, да.
воздушного, либо вот что-то такое мне здесь идет, как вот ужалить может, да, знаете, воздух или скорпион, вот что-то такое, воздух или вода. И он никак не мог к ней приноровиться, как-то вот подстроиться под нее никак не мог, а очень хотел. Но не получилось и не получается до сих пор. То есть, если они общаются сейчас, да, не получается до сих пор подстроиться под эту женщину. Вот он так думал, да, то есть я перед ней маленький паж. Я никак не могу, скажем так, себя проявить. Я веду себя как паж, и я веду себя глупо. Он даже вот думал, то, что паж жезлов – это такой импульсивный мальчик, он ведет себя глупо, а королева мечей, она так очень держит оборону, такая, знаете, справедливая, холодная девушка-зима, скажем так. И он никак не мог найти подход к Светлане. Какие у них были отношения? Ну, собственно, никакие, только вот вместе, если они собирались, да, вместе с Юрой, Юра их как-то вместе мог сплотить, скажем так. Знал ли Игорь, что Юру травили? Сейчас самое главное, да? Знал ли Игорь Маркс, бывший клавишник Юры Шатунова, что Юру травили? Знал ли Игорь Маркс, бывший клавишник Юры Шатунова, что Юру травили? Да. И даже как-то, сейчас объясню, друзья мои. Опять эта карта. Вот эта карта сила, она все время выходит, да? Учитель мой, помоги мне, подскажи мне. Какой-то странный, если честно, да? Он прям со всей любовью, конечно, да, к Юре, но он знал и пытался даже какое-то время, он знал, что его травили. Все карты положительные вышли у меня, кроме пажа мечей. Паж мечей – это тот, кто отражает атаку. Но отражает атаку так неумело, знаете. Игорь Маркс знал с самого начала, что Юру травили. Он пытался помочь ему, пытался ему как-то подсказать, что вот, мол, вот здесь вот как-то не так, да, вот с этой стороны посмотри, приглядись к людям, вот с этой стороны приглядись к людям, да, он пытался сказать Юре, чтобы он пригляделся к его окружению, чтобы Юра пригляделся. Но Юра его не слушал, потому что он так неумело, так осторожно ему об этом говорил, так вот, знаете, с пажа, как бы, знаете, преподносил. Ну, я же к тебе со всей любовью, Юр, ну, ты послушай меня, ну, вот я тебе дам совет, такой маленький, дельный совет, ну, хочешь, я тебе помогу, паж мечей, да? А Юра такой, да перестань, все хорошо. Но Юра его как-то не слушал в этом плане, Юра его не то чтобы считал глупым, Юра его просто считал, может быть, каким-то слишком эмоциональным, воспринимающим все всерьез. Знаете, Юра ему не верил в этом плане, да, ну, не то чтобы не верил, а думал, что, ну, ерунда какая, да, и просто нафантазировал, да, а он пытался и так и оставил все, да. Возможно, это кому-то нужно, рыцарь Пентаклей, да, возможно, Юра кому-то перешел дорогу, да, по рыцарю жезлов. Возможно, это кому-то нужно. Я не буду мешать. Я вот попробую Юре сказать пару раз. Но на самом деле это предательство, я считаю, да, потому что Юру нужно было срочно брать за руку и уводить, по-мужски с ним поговорить. А он так, ну, Юр, ну посмотри, тебе вроде тут мешать собираются, да, вот такой какой-то неловкий разговор у них. Юра такой, да перестань, все нормально. Он знал изначально все, он видел даже что-то, он прямо что-то видел. У него была информация в руках. Он мог ему об этом сказать, но я же к тебе со всей любовью, но он был как паж перед ним, понимаете? Вот как мямля, мне хочется сказать, вот извините, да? Я не хочу сказать, что человек плохой. Знаете, вот есть такое выражение, вроде человек неплохой, только писается и глухой, извините, да? YouTube, я надеюсь, пропустит это. Просто человек неплохой, но вот и не друг ему, понимаете? И не друг вовсе. Вроде как считал Юру за друга, а не мог ему нормально, без мычания вот этого сказать, что, мол, Юр, тебя травят, Юр, что-то не так, Юр, я все знаю, Юр, я все видел, а здесь такого не было. Он вроде как знал, пытался отражать атаку, но боялся. Боялся и думал, значит, это кому-то нужно, значит, Юр кому-то дорогу перешел. Я вроде как ему сказал, ну, значит, все. Я свое дело сделал, скажем так. Принимал ли Игорь какое-то участие в смерти Юры? Замешан ли каким-либо образом? То есть, понятное дело, что он знал, но замешан каким-либо образом Игорь Маркс в смерти Юры? Принимал ли Игорь Маркс участие в смерти Юры, замешан ли каким-либо образом в смерти Юры Шатунова Игорь Маркс? Замешан ли каким-либо образом в смерти Юры Шатунова Игорь Маркс? Стоял в сторонке, ждал, пока все закончится. Ой, я не могу на это смотреть.
Я вот все знаю, но я несу свой тяжелый крест. Что же мне, какой-то глупый, вот честно. Вот, у меня идет вот такая глупость, такой инфантилизм, как от ребенка от какого-то. Знаете, вот ребенок еще не пожил, а здесь вроде взрослый мужчина, да, девятка. Я стою на месте, я ничего не делаю. Я жду, когда все закончится, когда я наконец перейду в новую жизнь. Но это не дружба, друзья мои. Это не дружба, это странные какие-то отношения ведомого и ведущего. И когда человек узнал, что Юру травят, он все прекрасно знал, но я постою в сторонке, я посмотрю, я ничего не буду делать, девятка, стагнация, я ничего не делаю. Я потом перейду в новую жизнь. Да, я буду нести этот свой крест, то, что я все знал. Ну а что делать? Такая вот у меня судьба. Вы знаете, вот странно. Вот, троечка мечей, вот троечка мечей, да, вышла. И как же мне горько, как же мне плохо от того, что я все знал. От того, что Юру предали самые любимые, самые близкие люди. Но он себя, причем предателем, не считает. Он сейчас просто печалится от того, что, ну я же мог сказать, ну что же я наделал. Но я могу сказать, что вот именно предателем он себя не считает. Он считает, что просто он что-то знал, но просто вот он не рассказал. Королева мечей здесь еще замешана. Это Светлана та же самая, да? Светлана что-то вот как будто бы предлагала ему, Игорю. Мгм. Императрица, та же самая Светлана, да, королева мечей по отношению к Игорю. Почему королева мечей? Потому что Игорь всегда считал Светлану холодной женщиной и что-то не хочет принимать из ее рук, как будто Светлана ему что-то дает, а он не принимает. Ему, видимо, за молчание хотели заплатить. И, насколько я понимаю, он не взял. Он не взял что-то, понимаете, из рук Светланы. Интересно, не принял. Императрица – это та же самая Светлана. Императрица, почему императрица? Она тогда еще была замужем за Юрой. И вот когда она была замужем за Юрой, она что-то предлагала Игорю. Мол, на, молчи, никому ничего не говори. А он то ли от страха, то ли от непонимания происходящего, то ли от того, что действительно не хотел, он это не взял. Но он себя предателем не считает, он считает, что просто, ну да, он должен был рассказать Юре, но я же как смог, так помог, понимаете, я лучше в сторонке постою. Принимал ли он участие активно? Нет, он просто какой-то вообще абсолютно неактивный человек в жизни Юры, он просто брал, он просто получал, понимаете, от него, он ничего Юре не давал. Вот о чем здесь речь. Но это тоже предательство, понимаете, своего рода, он его просто предал. В каких отношениях Игорь Маркс с Кудряшовым и Разиным? Общаются ли они сейчас? В каких отношениях бывший клавишник Юрия Шатунова Игорь Маркс с Кудряшовым и Разиным? В каких отношениях Игорь Маркс с Кудряшовым и Разиным? В каких отношениях Игорь Маркс сейчас с Кудряшовым и Разиным? Общаются ли сейчас? Лев жезлов, дьявол, у них какие-то общие дела, причем нехорошие дела. Королева жезлов – это женщина, которая магичит, женщина, которая колдует, но здесь не обязательно женщина, здесь просто колдовство какое-то, да, дьявол – это какая-то привязка, да. В каких отношениях сейчас Разин, Кудряшов? Как-то привязаны друг к другу все, каким-то одним общим делом, скажем так, да, и Разин с Кудряшовым такое ощущение, что Игоря от себя далеко, слишком далеко не отпускает, он должен быть всегда в поле их видения. Королева жезлов – это магия, да, дьявол – это, соответственно, тоже какая-то привязка, да, это аддикция, привязанность к чему-то, то есть Игорь как-то сейчас привязан, как-то связан с Кудряшовым и Разиным, и ему от этого не отвертеться, к сожалению или к счастью, да, у них какие-то общие дела, какие-то общие разговоры, возможно, созваниваются, да, возможно, даже видятся, что, скорее всего, физически какой-то есть контакт, скажем так, да, втроем. Они как-то связаны втроем. Опять 3 человека, обратите внимание. Что-то, кто-то сожалеет о содеянном, да, кто-то отвернулся, а кто-то ликует из этой троицы. Маг, они как-то связаны магией. Тут вышло 3 карты магии. Дьявол, королева жезлов и маг. Как-то связаны они черной магией. И делают что-то до сих пор. Все втроем. Иерофант есть кто-то главный, и есть 2 каких-то прислужника или послушника, если так можно сказать, да, то есть, допустим, если Разин главный, то Кудряшов и Игорь, они как-то вот прислуживают, да,
Возможно, есть какая-то женщина еще рядом с ними, королева жезлов, да, королева жезлов, возможно, это та же самая Светлана, да, здесь думайте, как хотите. Но здесь вот 3 человека и, возможно, даже какая-то женщина. И все они магичат, все они что-то делают, все они какими-то черными обрядами нехорошими занимаются, да. И причем двое из них, двоим из этой троицы не нравится, что происходит, а третий прям ликует и прям рад. Понимаете? Ну и королева жезлов тоже на троне. Королева жезлов на троне и какой-то мужчина такой, знаете, ушел с поля боя непроигранным и непобежденным. Поэтому да, они сейчас общаются, и их связывает какое-то не очень хорошее черное дело. Черное место, скажем так. Почему после смерти Юры Игорю пришлось сменить место жительства? Да? Меня поклонники спрашивают, Юрия Шатунова. Почему после смерти Юры Шатунова Игорю пришлось сменить место жительства? Почему после смерти Юры Шатунова Игорю пришлось сменить место жительства? Почему после смерти Юры Шатунова Игорю пришлось сменить место жительства? Залечь на дно. Больше меня никто не успокаивает. Он опять про это успокоение, про этого мастера, да, вот он зациклился прям на Юре. Такое ощущение, как будто Игорь, да, он на нем зациклился. Вот при жизни Юры он прям на нем зациклился, вот Игорь, да. А сейчас мне здесь делать нечего, такое ощущение. Тебя нет и меня нет. Я выберу другую дорогу и поеду куда-нибудь восвояси. И о тебе у меня останутся только хорошие воспоминания. Его никто не заставлял, ему никто ничего не говорил, ему никто не угрожал, я про Игоря имею в виду, да, потому что он как-то связан с Кудряшовым и Разиным, а если он связан с Кудряшовым и Разиным, и если они занимаются одним делом, да, каким-то не очень хорошим, причем сам Игорь сейчас от этого находится в глубокой печали, да, ему сейчас ничего не угрожает, на нем даже есть какая-то защита на Игоре, да, поэтому его никто не уговаривал никуда уезжать, он просто посчитал, что так будет нужным. Вот нет тебя, ты моя иллюзия, ты моя мечта, ты моя фантазия, он как будто бредил Юрой, что ли, это так странно. Мы сейчас ориентацию еще посмотрим, кстати, Игорь, мне интересно даже. Если нет тебя, значит, я уезжаю далеко по колеснице, выберу другой путь, а о тебе останутся у меня только добрые, хорошие воспоминания. Ты у меня в фантазиях, ты у меня в мечтах, ты мой мастер, мой учитель, который всегда мог меня успокоить. А сейчас без тебя нет спокойствия, и я вынужден залечь на дно и вынужден уехать. Вот об этом здесь речь. Пришлось, ну не то, что пришлось, он просто сам вот какой-то, у него что-то вот в голове там какие-то свои таракашки, да. Давайте, мне вот интересно, этого вопроса не было, но мне интересно узнать, был ли любовный интерес у Игоря к Юрию Шатунову. Вот мне интересно, вот у меня такое ощущение идет, что он не просто вот как друга его воспринимал, у него какая-то такая странная, больная любовь, он не мог помочь своему другу, да, хотя знал, что его травили. Это, вообще, это психологическое отклонение, друзья мои. Это странно. Был ли какой-то любовный интерес у Игоря Маркса к Юрию Шатунову? Был ли какой-то любовный интерес у Игоря Маркса к Юрию Шатунову? И уж извините меня за такой вопрос, да, но мне просто вот вынуждают карты, у меня такое ощущение идет от карт, что вот он как... Да, я же говорю, король кубков, а ты меня не принимаешь. Я боюсь, что ты мою любовь к тебе не примешь. Вы представляете, что происходит? Король кубков – это влюбленный мужчина, влюбленный в того человека, который имеет нормальную ориентацию. То есть Юра имел нормальную ориентацию, и я боюсь тебе рассказать, я боюсь, я ночами не сплю, я стою на месте, я не могу двигаться дальше, я боюсь, что ты меня не примешь с моей любовью. Да, я хочу с тобой вот, как бы, понимаете, да, о чем речь? Тут вообще катастрофа просто. Ну, тут мальчик прям болен, хочется сказать, диагноз болен. Я не хочу ничего плохого, конечно, сказать, дело каждого, кого любить, там, по кому страдать и так далее, да, но здесь у него был нездоровый интерес к Юре, нездоровый любовный интерес, да, я хочу к тебе прийти со своим жезлом, извините меня, да, по рыцарю жезлов, а ты меня не примешь, я знаю, потому что ты нормальный. Да, верховный, это моя главная тайна. Это моя... У меня даже свечка заполыхала. Посмотрите, у меня что со свечкой происходит. Я не знаю, видите вы или нет, она прямо это задымила сейчас на долю секунды. Верховная жрица – это моя тайна, это моя главная тайна, главная и заключительная в моей жизни.
То, что я к тебе испытывал любовный интерес, но так его и не раскрыл, потому что боялся осуждения с твоей стороны. А с твоей стороны осуждения мне совсем не нужно было. Возможно, даже он думал, если Юра Шатунова не станет, то вот эта его любовь, вот эта его боль, она пройдет сама собой, да, и, возможно, поэтому он не пытался Юре помочь так, как должно было бы другу помочь, да. Использует ли Игорь Маркс, у меня был вопрос такой от подписчицы, песенные материалы Юры Шатунова, не изданные им ранее? Использует ли в своих интересах Игорь Маркс песенные материалы Юры Шатунова, не изданные им ранее? Использует ли в своих каких-то целях Игорь Маркс, бывший клавишник Юры Шатунова, песенные издания, не изданные Юрием Шатуновым ранее? Использует ли он его песенные издания? Такое ощущение, что он к чему-то готовится. Да, у него есть права на какие-то определенные песенные издания Юры Шатунова. И он такое ощущение их держит при себе, чтобы потом в удачный для него момент, в удачный для него день, скажем так, да, раскрыть все карты и бомбануть с этим песенным материалом. Такое ощущение, что ему кто-то дал права на песенные материалы Юры Шатунова, и он хочет их издать. И он хочет заявить об этом всему миру, скажем так, да, тут же жезлов. Посмотрите, что у меня есть. У него вот это вот припасено, скажем так, на... Обычно говорят, запасают на черный день, а здесь запасают на самый счастливый день. Да, вот здесь вот об этом речь. И я заработаю хорошенькую, кругленькую сумму. Потом у него такое ощущение раздвоения личности у этого человека. Он то печалится, почему он так совершил, да, такой поступок, почему он так с Юрой поступил, то печалится, то негодует этому моменту, то думает, как я заработаю денег, как мне будет хорошо, привольно, то думает, как бы спасти Юру, то потом думает, ну и зачем мне его спасать, да, вдруг мне станет легче, потому что я никак не могу ему раскрыться в своей любовной фантазии, скажем так, да, тут вообще человек очень разносторонний, такая темная лошадка, понимаете? И да, у него есть какие-то права на песенные материалы Юры, не изданные ранее, которые он хочет издать потом. Кто-то ему дал эти права. И последний вопрос. Будущее Игоря Маркса. Давайте посмотрим до марта месяца следующего года. Будущее Игоря Маркса. Будущее Игоря Маркса до марта 2024 года. Будущее Игоря Маркса до марта 2024 года. Опять придется начинать все с нуля, да, выйти из отшельника и начинать все с нуля, бороться с ветряными мельницами. У него характер просто такой, он все время с кем-то борется. На него никто не лезет вроде как, а он все время с кем-то борется. Он все время все с нуля начинает. Он вечный паш, он вечный ученик. Он никогда не перейдет, скажем так, в разряды королей настоящих. Королем это он себя мнит, понимаете? Это его характер такой стальной, закаленный в том плане, что он агрессирует на всех. Если к нему кто-то подойдет, я агрессирую на тебя. Он и инфантильный, и в то же время агрессирует. Понимаете, есть у него вот этот вот кусочек тирании. Ну, скажем так, человек имеет детскую непосредственность, но в то же время очень вспыльчивый и импульсивный. Если человек очень вспыльчивый и импульсивный, это не значит, что он глубоко мужественный, скажем так, да? И вот он все время как будто бы все с нуля начинает. Вечный ученик. Я вечный ученик, я выберу какой-то путь определенный для себя, да, и пойду не тем путем. И очень долго буду идти к славе, к какому-то богатству. Но здесь ничего хорошего его не ждет до марта месяца 2024 года. Он пойдет каким-то не тем путем. Я здесь вижу алкоголь, возможно, какие-то запрещенные вещества, да. А ему до звезды, как до Китая, собственно говоря, да. Я заключила с кем-то договор, я выбрал неправильный путь, неправильную дорожку. Мне до звезды, как до Китая. То есть до того, чтобы стать таким, как Юра Шатунов, понимаете? И я вечный паш, я вечный ученик, я пойду куда-то вот не туда, да, в какую-то не ту компанию, скажем так, забреду, да, выйду вроде как из отшельника, начну все сначала, буду с чем-то или с кем-то бороться, возможно, даже с зависимостями будет бороться, да, какими-то, пойду не той дорожкой. Вот здесь вот, скорее всего, о зависимости говорят, до марта 2024 года будет бороться с какими-то зависимостями. Это его будущее. Ну, все вопросы я вроде бы ваши включила. Задавайте, если есть еще какие-то вопросы, да, по Юрию Шатунову, по клавишнику Игорю Марксу. Ну, а мы с вами увидимся
в другом видео раскладе. Я вас очень люблю. До новых встреч, друзья мои.